Даунстрики случаются не только за покерными столами. Каждый из нас иногда переживает сложные периоды, когда кажется, что вся вселенная ополчилась против нас. That's okay. Неприятности накапливаются одна за другой. Но может ли покер стать спасением, если главная проблема – катастрофическая нехватка денег? Ответ на этот вопрос мы попробуем найти в фильме 2020 года «Игрок». С вами Покер.ру, канал крупнейшего сайта о покере в Рунете. И по традиции лайк, подписка, колокольчик. Спасибо! Картина режиссера Дмитрия Пинчукова рассказывает историю профессора литературы. Интеллигентный и утонченный персонаж Гоши Куценко по имени Андрей Курочкин теряет работу и влезает в огромные долги. А накануне Нового года он рискует остаться и без семьи, ведь давний ухажер его любимой жены предлагает ей работу с переездом. Спасти ситуацию, по мнению Андрея, может только совместная поездка на отдых. Правда, выясняется, что туристическая база «Уралочка», которая нравилась жене в юности, больше ее не привлекает, а для поездки на Занзибар, где обитают любимые супругой слоны, нужны немалые деньги. К тому же нужно раздать долги, иначе коллекторы не дадут покоя. В общем, беспросветный мрак, а на счету всего 437 рублей. Хорошо, когда есть на кармане эти самые мани. Но мы смотрим комедию, так что наш герой не теряет оптимизма и решает бороться. Вопрос лишь в том, что можно сделать 31 декабря, чтобы успеть положить под елку заветные билеты. На принятие решения дается 60 секунд. Выиграть в онлайн-покер. Гениальная идея, сравнимая с пресловутым швейцарским хронометром. Выясняется, что Андрей не полный новичок. Когда-то он играл в карты с друзьями в институте. Значит, успех гарантирован, решает Курочкин. Он смотрит видео с правилами холдема и регистрируется в отечественном онлайн-руме «Покердом». Пополнив кассу на последние деньги, Андрей приступает к игре. Мы рассмотрим не столько раздачи, сколько общий подход главного героя. Андрей стартует со ставок 10-20 в российских рублях, имея банкролл чуть больше 400 рублей. Сразу отметим, что на практике это невозможно. В Покердом, как и в любом уважающем себя руме, запрещена стратегия коротких стеков. С начала десятых годов она приравнивается к мошенничеству. Минимальный стек при посадке за кэш-столы составляет 30 больших блайндов. Это значит, что для игры на этом лимите Курочкину нужно минимум 900 рублей. Однако в кинематографе возможны условности, и рум в виде исключения сажает сразу 3 коротышей за один стол. Уже в первой раздаче Андрею сдают карманных тузов. Соперник на баттоне лимпит. Малый блайнд делает комплит. И Андрей сразу демонстрирует свой высочайший уровень понимания покера. Он чекает с тузами на префлопе, затем дважды чекает на постфлопе и лишь уравнивает ставку одного из оппонентов на ривере. Разумеется, это ужасная стратегия. You can't keep getting away with it! Карманные тузы нельзя так разыгрывать. Эта оверпара даже без усиления способна собирать value с множества комбинаций. Ведь она практически не блокирует диапазон продолжения соперников. Крупный рейс на префлопе и выставление к терну – самая простая тактика. Но Андрей довольствуется банком в 240 рублей, чему несказанно рад. Воодушевленный своим успехом, он решает немедленно перейти на более высокий лимит. Логично, ведь предыдущий лимит он уверенно побил одной раздачей. Но на лимит повыше Андрея не пускают, его банкролл слишком мал. Это его не останавливает. Человек, уже погрязший в долгах, звонит другу с просьбой одолжить денег. Тот отказывает, но пересылает 500 рублей на такси. Твоя взяла. Кинь на такси. Ну ты сволочь, а? Сейчас брошу на карту. Однако Андрей использует их не по назначению. Он сразу загружает эти деньги в онлайн-рум и садится за столы со ставками 50-100. Это еще большая глупость, ведь его стек составляет всего 10 больших блайндов, что на практике выглядит крайне странно. Несмотря на мгновенное удвоение в первой раздаче, Андрей понимает, что подъем с 2000 до нужного миллиона займет слишком много времени. Тогда он идет на хитрость и обманом вытягивает из друга еще 30 000 рублей. Главное, 30-ка. Пожалуйста, я жду. Давай, шли, ну!
Эти деньги также отправляются в кассу рума. Прибодренный новым банкроллом, Курочкин берет все 32 тысячи и садится за единственный стол с большим блайндом 500 рублей. Не пропуская ни единой раздачи и заходя в каждый банк с любой рукой, Андрей удивительно быстро раскручивается до 600 тысяч рублей. All-in. На первый взгляд это кажется фантастикой, но такое поведение за столами не ново. Каждый регуляр время от времени встречает оппонентов с ВПИП под 100%, которым словно по волшебству раз за разом выкладывают нац. Именно такие игроки и порождают легенды о подкрученном ГСЧ и прочие покерные байки. На деле это не что иное, как положительный всплеск дисперсии, который рано или поздно заканчивается. Собрав огромный стэк, такие везунчики, поверившие в свою неуязвимость, затем неизбежно теряют все. Они либо отдают фишки терпеливому регуляру, умеющему дождаться удобного момента, либо проигрывают их столь же лузовому коллеге. Собственно, это мы и наблюдаем. Андрей лимпит на кат-оффе с разномастными валетом и шестеркой. Стоит ли говорить, что это ужасная игра? Даже откровенно слабые любители в современном покере обычно вводят в раздачу только более-менее красивые руки. А этот стартер вообще никак не относится к числу играбельных. Однако Курочкин, похоже, принадлежит к редчайшей категории випов, за которыми ведут постоянную охоту регуляры. Такие игроки показывают колоссальные луз-рейты на дистанции, что делает их желанными гостями за любым столом. Тем временем Андрей уже добрался до ставок 2,5-5 тысяч. Такой стремительный взлет заставит поностальгировать регуляров, которые начинали карьеру во времена покерного бума нулевых. Очевидно, стол заполнен такими же мастерами, как сам Андрей, иначе трудно объяснить, как на флопе оказывается банк в 25 тысяч при 5 участниках. То есть все четверо закалировали, не считая игрока на большом блайнде, который просто чекнул. На флопе Курочкин ловит топ-пару с кикером шестеркой. Это крайне посредственная рука для мультипота. Но Андрей уже поверил в собственную удачу и неуязвимость, которую подобные любители часто принимают как признак их невероятного мастерства. Правда, в этой раздаче герою мешают сосредоточиться некоторые проблемы физиологического характера, Хочу в туалет. а также ряд звонков в скайпе. На терне доска спаривается, а оппонент на большом блайнде делает ставку. Это должно было навести Андрея на размышления, но этого не происходит. Ривером выходит шестерка, 2 пары. Радуется Андрей. В это время от соперника прилетает пот-бет в 405 тысяч. С чем он мог поставить? Какие руки я бью? Достаточно ли сильна такая комбинация, как допер на спаренной доске в мультипоте? Все эти вопросы герой себе, конечно же, не задает. Он абсолютно уверен в своей победе и отдает стэк противнику, собравшему фулл хаус строек с шестерками. Причем того, кстати, пока нет повода отнести к фишам. Он зашел в раздачу чеком и действовал строго по карте. Итак, все деньги, заработанные невероятным трудом, проиграны, кроме жалких 2700 рублей на балансе рума. В голове профессора-гуманитария наверняка витают мысли о чудовищном невезении, вселенской несправедливости и другие яркие формулировки. Скоты, это все из-за вас. Хотя его более приземленные коллеги после таких проигрышей часто не стесняются в выражениях. Курочкин вынужден спускаться по лимитам и отчаянно думает, где еще занять деньги для отыгрыша. Он врет старому знакомому, который, кстати, не раз помогал их семье. Причем врет о смерти родителей жены, что добавляет вопросы к адекватности персонажа и его моральным принципам. Особенно с учетом его литературного образования. Друг семьи переводит ему 200 тысяч, при этом получает ряд оскорблений за свою жадность. Можно было и больше. Жлобина. Андрей снова оформляет депозит и возвращается на высокие ставки. Первой же раздачей Курочкин получает каре и почти удваивается. Сразу после этого за стол подсаживается оппонент под ником Sunshine, которому он до этого проиграл все деньги. Андрей получает одномастные 5-2. Даже на баттоне это не лучший стартер, но мы помним о рабочей стратегии героя – не пропускать ни одной руки. В банке 15 тысяч, и Sunshine ставит донк-бет в
в треть пота. А вот это уже информация, способная раскрыть соперника. Донкбет в мультипоте – отличное решение, которое позволяет раздуть банк с сильными руками. Но для этого стоит выбирать соответствующий сайзинг, то есть крупный. А соперник ставит слишком мало, что обычно говорит о попадании в топ или среднюю пару. То есть в среднюю руку, с которой тот пытается собрать тонкое value и не дать противникам повода сделать ставки крупнее. Один из соперников сбрасывает, второй калирует. Ход у Андрея. Итак, флоп. Разномастные 10-9-3. У героя пиковые 5 и 2. Сложное решение. 0 совпадений, ни двусторонних стрит-дро, ни гадшотов, 2 оверкарты на доске. Ну, конечно же, кол. Терном выходит коварная пиковая дама, открывающая профессору флэш-дро. Саншайн ставит 2/3. Естественно, кол. Естественно. Если уж флоп уравняли ни с чем, то теперь у нас почти нац. В банке 70 тысяч. Выходит пиковый валет, закрывающий Курочкину флэш. Разноцветные салюты, фанфары, выстрел, открывающий все шампанского, а еще плеск волн и крики слонов. Все это в данный момент звучит в голове главного героя. Жизнь налаживается, впереди только счастье и радость. Тем более, вот оппонент задвигает в банк 288 тысяч. 4-кратный овербет ровненько под размер стека Андрея. Спасибо, незнакомый спонсор. Первый коктейль на солнечном пляже Занзибара они с женой поднимут за тебя. Естественно, у главного героя снова не возникают вопросы вроде «А с чем это соперник ставит размером в 4 банка? А нормально ли играть на стек с флешем по 5? А что вообще я бью?» Соперник показывает стрит-флэш от дамы до 8. Второй из возможных нацев в этом споте. А с учетом конкретной руки, первый. Его действия вполне логичны с учетом стола, полного пассивных любителей. Ставка на флопе вызывает вопросы, но имеет право на жизнь. Она может выступать блок-бетом для подконтроля со слабой топ-парой. На терне поехала эквити в виде флэш-дро, а на ривере вышел сказочный ранаут, в очередной раз лишивших Курочкина всех денег. Естественно, комедия заканчивается хэппи-эндом, так как, спойлер, назойливым соперником оказалась жена главного героя. Радостного Курочкина даже не терзает совесть за постоянное вранье. Даже аморальная ложь о смерти родственников в адрес друга, который к тому же искренне и бескорыстно хотел помочь жене героя с трудоустройством, тут же забывается. Но мы говорим не о сценарии, а о покере. Тексты пишите нормально, пишите какую-то. Итак, что персонаж Куценко сделал неправильно? Примерно все. От стартового депозита до нелепых проигрышей. Он совершенно не умеет играть и понадеялся на удачу в дисциплине, где везение играет намного меньшую роль, чем в условной рулетке. Сперва сработало правило «новичкам везет», но все очень быстро закончилось полным крахом. И в этом вина только самого профессора. Покер — это сложная игра, которая требует знаний, навыков, строгой самодисциплины, психологической устойчивости и, самое главное, правильного банкролл-менеджмента. У Андрея нет вообще ничего из этого списка, поэтому разорение было делом совсем короткого времени. Первой из 2 решающих раздач он переоценил допер, который проигрывал не только фулл-хаусом, но и любой оверпаре, так как доска была спарена по тройкам. Во второй партии он и вовсе сделал глупейший кол на флопе, за что в итоге поплатился в жестоком кулере. Можно сколько угодно сетовать на невезение, но за столом все закончилось ровно так, как и должно было. И лишь волей сценариста, который позволил жене героя найти и узнать супруга за единственным из сотен столов в одном из десятков покер-румов, семья оказалась спасена. Немножко текст по-дебильному написан. Не допускайте таких ошибок. Покер — это либо развлечение на деньги, которое не страшно потерять, либо кропотливый труд с постепенным ростом по лимитам, но никак не способ быстрого заработка, как считал главный герой фильма. Благодарим за просмотр. Пишите в комментариях, что в действиях персонажа Куценко больше – безрассудства или отчаяния. И не забудьте посмотреть разбор партий из других фильмов. Как играет в покер Джеймс Бонд, блеф на 3 миллиарда от Челентано и другие. Видео уже на канале. Пока!